Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу, как я делаю френч, то есть мой способ, очень даже достаточно простой. Если вам интересно, то смотрите до конца. Конечно же, нам нужно сделать наращивание верхними формами при помощи геля, поэтому нам нужен гель, нам нужен праймер, нам нужна эластичная база и топ у меня без липкого слоя. Также жидкость для снятия липкости и обезжиривания и безворсовые салфетки. Ну и, конечно же, верхние формы. Лучше взять, конечно, арочный квадрат. У меня миндалевидный арочный. Такая форма интересная. Далее кисти, плоская для нанесения геля и тоненькая для точной работы. Все синтетика. Далее нам нужен фонарик. Это LED фонарик. В геле оно не подойдет, только для LED гелей. И, конечно же, нам нужно хорошенько обезжирить ноготок, убрать всю пыль под кутикулой, нанести праймер. Сушим его на воздухе, наносим тоненько обязательно. И после того, как он высох, мы наносим тонким втирающим слоем эластичную базу. Сушим в лампе где-то 30 секунд. Я думаю, этого будет достаточно, потому что база достаточно прозрачная и в тонкий слой она высушится быстро. Следующее, мы заполняем форму гелем, это самый первый слой, он достаточно тонкий должен быть у вас. А пока я здесь все делаю, то хотела бы вам рассказать о своем курсе по верхним формам, то есть именно при помощи геля, гелевое наращивание верхними формами. У меня уже девочки проходили этот курс, и этот курс достаточно полезный и интересный как для новичков, так и для опытных мастеров. Там будет рассказано и сколько геля надо наносить, и как наносить, и какие есть схемы, выкладки, какая должна быть где толщина и тому подобное. В общем, все нюансы с верхними формами, в общем, там все будет рассказано. Если вы хотите посмотреть отзывы на этот курс, то вы можете их найти в инстаграме Вечных Сторис и посмотреть, почитать сами. Ссылка, конечно же, будет в описании, все будет в описании. И также можете зайти на сайт с курсом и посмотреть, что же будет в курсе, и почитать более подробно. Если у вас будут какие-то вопросы, можете мне их задавать. Далее мы наносим более уже густой слой, то есть основной слой. Убираем лишнее с боков, чтобы это потом не было на нашей коже. И прислоняем форму к ноготку. Присушиваем фонариком 5 секунд сверху, переворачиваем, поправляем гель кисточкой и присушиваем снизу. Далее сушим в лампе полное время. После этого снимаем форму, она вот так легко отходит. И далее мы делаем указательный пальчик. Тут я решила сразу нанести весь объем. Хочу показать то, что можно и без промежуточной просушки все это сделать. Тут уже на ваш выбор. И тоже присушиваем и сушим потом полное время. Далее нам нужно убрать длину. Я это делаю за кадром, потому что это слишком пыльная работа и такая не очень красивая. Далее я убираю бортик. Как видите, я могу сделать это и пилочкой, но если у вас есть фреза и вам удобнее фрезой, делайте это фрезой. Также, если вдруг заплывы какие-то остаются, обязательно убирайте их фрезой пламя. Ничего страшного в этом нету. И далее я беру фрезу вот такую с тонким носиком. Мне очень нравится именно форма. Форма очень удобная. Конусная форма, удобно именно сделать красивую арку ей и выпилить что-то снизу еще. И я решила добавить гель сверху для того, чтобы у меня совсем не было вот, так скажем, прозрачной части на ноготке. Далее, кстати, я убрала еще длину, потому что что-то мне было вообще некомфортно с такой длиной. И сейчас покажу свой способ. Я что делаю? Беру просто кисточку из флакончика и наношу слой, именно толщину, самую низкую толщину, которая должна быть у моего френча. То есть самый низ, сама толщина, я ее выкладываю именно кисточкой. Почему я делаю именно гель-лаком? Потому что именно гель-лак, он достаточно удобен в работе, быстр. Именно гель-краской вы будете долго это все выкладывать и выравнивать, чтобы именно было все ровное. А гель-лаком все намного быстрее выравнивается. Далее я определяю высоту усиков, они должны быть одинаковые с одной и с другой стороны. И уже далее я от точки, где я хочу поднимать эти усики, веду к точкам усикам, да, самой высокой точке усиков. Если мне что-то нужно подправить, я беру плоскую кисть и вытираю лишнее. В общем-то, вот и все. Достаточно
быстрый френч, и я считаю, что он эффективный, потому что я делаю его уже много раз. Я знаю всякие схемы, я пробовала разные. В общем, сначала я поднимаю на высоту усиков сбоку и далее уже вытягиваю к ней плавную линию, к этим усикам. Смотрю, чтобы они были одинаковые по бокам, и чтобы каждый ноготок был похож друг на друга, то есть были более-менее одинаковые усики у них. И смотрим обязательно еще и с другой стороны. Далее я покрыла все топом, беру тоненькую кисть и краску без липкого слоя, то есть она должна быть без липкого слоя, если мы наносим ее сверху топом, для того, чтобы просто больше ее не покрывать ничем и чтобы она не липла. Как мы делаем вот эту обводку? Я ее решила сейчас сделать чисто для того, чтобы добавить яркости. Я ставлю в середине плавную линию. Конечно, все сразу мы не сможем нарисовать, так что ведем немножко докуда мы можем. Далее ставим кисточку на то же место, где уже прорисовано, и опять прорисовываем. И не забываем наполнять кисть краской для того, чтобы она не была сухой и не делала прожимы. И не было такого, что посередине линии у вас пустота. Поэтому всегда наполняем краской, если где-то не хватает, еще чуть-чуть добавляем. Все делаем плавно, как видите, у меня кисть достаточно короткая, не сильно длинная, и поэтому я делаю штишки почаще. Но если ваша кисточка будет более длинной, я думаю, у вас получится очень даже хорошо. Также здесь очень легко подтереть, если что-то лишнее, той же кистью, что и подтирали, когда делали сам френч. В общем, я надеюсь, вы поняли, как я делала френч, потому что здесь техника на самом деле простая. Это именно то время, которое у вас уходит на заполнение самого цвета. Маленькой кисточкой стараемся все заполнить гель-краской, краской, гель-лаком. А в этом случае я сразу прорисовываю основную массу именно из флакончика кистью. И, как видите, даже на коротких ноготках это все получилось. А на этом все. Если вам понравилось и вы все поняли, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые и полезные видео. И если у вас вдруг возникли какие-то вопросы, то обязательно напишите мне в комментариях. Я буду ждать. И всем пока-пока.